Глава 46. Два решения. Внутри своей секретной комнаты Хань Ли наблюдал, как Мо Гуан постепенно исчезает обратно в тени, и на его лице появилась кривая улыбка. Он больше не хотел думать о печати, которая была наложена на его зарождающуюся душу. Он поднял голову, чтобы посмотреть на звездное ночное небо сквозь огромную дыру в потолке, и немного погодя поднялся на ноги, прежде чем направиться к звезде Мицар, шестой звезде массива сбора энергии Большой Медведицы. Оказавшись там, он снова сел, скрестив ноги, а затем сделал ручную печать, чтобы последовательно наложить несколько печатей заклинаний и активировать весь массив. Потратив немного времени на подготовку, Хань Ли закрыл глаза и полностью замер. Примерно через час, как раз когда он начал культивировать шестой уровень искусства происхождения Большой Медведицы, произошел неожиданный поворот событий. По какой-то причине звездная сила, которую он мог черпать из ночного неба, была в несколько раз мощнее, чем раньше, и всего за несколько секунд сформировались 6 массивных столбов звездного света. Если бы кто-то наблюдал за этой сценой издалека, он бы увидел 6 столбов света, спускающихся прямо с ночного неба, испуская огромные колебания звездной силы. Хань Ли был весьма удивлен, увидев это. Он вызывал подобное явление, культивируя 5-й уровень искусства происхождения Большой Медведицы, но они были далеко не такими впечатляющими. В царстве духовной сферы было немало техник культивации, которые полагались на использование силы звездного света, так что такое явление не было чем-то из ряда вон выходящим. Однако, учитывая, какое зрелище он здесь устроил, избежать привлечения внимания будет очень трудно. Он покачал головой, не обращая особого внимания на это, и продолжил сосредотачиваться на культивации. В воздухе над определенной пещерой стоял крепкий мужчина, который с удивленным и торжественным выражением лица смотрел на 6 огромных столбов света. В следующее мгновение все его тело покрылось черным светом, и он полетел по воздуху размытой тенью, прежде чем быстро и незаметно приземлился возле пещеры Хань Ли. Чем ближе он подходил к пещере, тем больше он чувствовал непостижимо огромную звездную силу, содержащуюся в этих столбах света, которая распространялась по воздуху мощными волнами. Немного поколебавшись, он решил рискнуть и подойти еще ближе для более тщательного осмотра. Как раз в этот момент рядом с ним без всякого предупреждения внезапно раздался голос: «Подожди, Ло Цзюнь». В следующее мгновение перед ним во вспышке света появилась фигура в ученом одеянии, и это был никто иной, как Наньгун Чиншань, мастер пика восходящего облака. Ло Цзюнь слегка замешкался, увидев это, после чего черный свет вокруг него исчез, и он немедленно сжал кулак в знак приветствия. «Мастер пика, я», Наньгун Чиншань поднял руку, чтобы прервать его. «Не нужно ничего говорить. Иди со мной». Прежде чем Ло Цзюнь успел ответить, Наньгун Чиншань полосой белого света устремился к вершине пика восходящего облака. Ло Цзюнь, казалось, хотел что-то сказать, но к этому моменту Наньгун Чиншань был уже далеко, поэтому он мог только последовать за ним. Немного погодя, Ло Цзюнь спустился перед залом на вершине пика восходящего облака. Наньгун Чиншань уже входил в зал, заложив руки за спину, и Ло Цзюнь поспешно подошел к нему. Мастер пика, учитывая феномен, который вызвал Хань Ли, он определенно практикует необычную технику культивации. Кроме того, его происхождение всегда вызывало подозрения. Если мы не расследуем это дело должным образом, что мы будем делать, если секта решит привлечь нас к ответственности? Верховный старейшина лично послал мне сообщение, чтобы я не расследовал это дело, ответил Наньгун Чиншань, продолжая свой путь в зал. На лице Ло Цзюня появилось ошеломленное выражение, когда он услышал это. Верховный старейшина. Почему Наньгун Чиншань внезапно остановился, а затем обернулся и сказал: у верховного старейшины должно быть и есть свои причины. Все, что нам нужно делать, это следовать его приказам. Хорошо, в таком случае, похоже, у нас нет выбора, ответил Ло Цзюнь, кивая. Отдай приказ всем ученикам нашего пика. Скажи им, чтобы никто не приближался к пещере Хань Ли, и строго запрещено мешать ему во время культивации. Распорядился Наньгун Чиншань. Да, мастер пика. Ло Цзюнь немедленно ушел выполнять порученные ему приказы. Кто же ты такой, Хань Ли? Верховный старейшина всегда находится в уединении и редко появляется по какому-либо поводу, и все же. Пробормотал себе под нос Наньгун Чиншань, погрузившись в глубокие раздумья. Феномен, вызванный над пещерой Хань Ли, длился недолго. Примерно через 3 часа 6 гигантских столбов звездного света распались. Несмотря на впечатляющий характер этого явления, ни один человек из секты не подошел к пещере Хань Ли, чтобы провести расследование. Как будто никто даже не заметил, что происходит. Внутри своей пещеры Хань Ли все еще сидел, скрестив ноги, и его глаза уже были открыты, но он оставался совершенно неподвижным, по-видимому, немного о чем-то беспокоясь. Культивация 6-го уровня искусства происхождения Большой Медведицы оказалась гораздо сложнее, чем он себе представлял. Мало того, что этот процесс был гораздо труднее, чем для 5-го уровня, самое главное, что количество необходимой звездной силы также резко возросло.
С его нынешним духовным чувством он был в состоянии удовлетворить потребности в звездной силе, но чем больше духовного чувства он использовал, тем больше магической силы ему приходилось расходовать. До этого трав облачного журавля, которые он выращивал, было достаточно, чтобы поддерживать его культивацию, но на данный момент, даже если бы он постоянно использовал флакон контролирующего небеса, чтобы ускорить созревание трав облачного журавля, все равно не было никакой гарантии, что у него будет достаточно запасов, чтобы поддерживать свою культивацию. При таких темпах, если он захочет овладеть 6-м уровнем техники культивации, ему потребуется не менее 10 лет. Подумав об этом, Хань Ли нахмурил брови от беспокойства. Он должен был вернуться в царство бессмертных как можно скорее, и он не мог позволить себе ждать 10 лет. Объективно говоря, овладение 6-м уровнем искусства происхождения Большой Медведицы всего за 10 лет было чем-то неслыханным. Если бы патриарх Холодного Пламени услышал об этом, его челюсть, скорее всего, упала бы прямо на землю. Хань Ли задумчиво погладил подбородок, и немного погодя ему, похоже, внезапно пришла в голову мысль. Он закрыл глаза, просматривая описание секты Холодного Пламени, хранящиеся в его памяти. Спустя несколько мгновений его глаза распахнулись, и на его лице появилась легкая улыбка. Как и ожидалось от одной из 3 доминирующих сил царства духовной сферы, писания секты Холодного Пламени действительно содержали 2 потенциальных решения, первое из которых было напрямую связано с храмом Царства Истока. В храме Царства Истока было много техник культивации, которые полагались на использование силы звездного света, и говорилось, что патриарх-основатель преуспел в таких техниках культивации. Внутри храма находилась платформа сбора звезд, которая была построена с использованием бесчисленных драгоценных материалов, и на платформе был выгравирован древний звездный массив. Массив был лично создан бессмертным основателем храма Царства Истока, и он был гораздо мощнее, чем массив сбора энергии Большой Медведицы, созданный Хань Ли. Массив был широко известен во всем царстве духовной сферы, и говорилось, что с помощью массива можно легко привлечь в 4-5 раз больше силы звездного света, чем они обычно могли бы. Однако эта платформа была чрезвычайно ценным ресурсом храма Царства Истока, и только самые выдающиеся ученики и старейшины могли получить к ней доступ. Что касается людей за пределами секты, им было запрещено даже мельком увидеть платформу. Вторым потенциальным решением было использование сокровища, известного как зеркало звездного света, метод переработки которого был записан в одной из нефритовых табличек из внутренней библиотеки. Зеркало звездного света не было мощным наступательным сокровищем. Вместо этого это было вспомогательное сокровище, которое могло привлечь огромное количество звездной силы при вложении лишь крошечного количества магической силы. Метод переработки зеркала был случайно найден в секретной области старейшины секты Холодного Пламени стадии интеграции тела. Однако в секте Холодного Пламени не было много техник культивации, основанных на звездах, и для переработки сокровища требовалось огромное количество драгоценных материалов, поэтому, несмотря на то, что это была чрезвычайно ценная нефритовая табличка, на самом деле никто не использовал ее для создания зеркал звездного света. Самое главное, что основным материалом, используемым для создания этого сокровища, был камень рассвета Инь, который был не только чрезвычайно редким материалом, но и чем-то, что секта Небесного Призрака высоко ценила. Говорили, что при культивации искусства Великого Небесного Призрака, высшего искусства культивации секты Небесного Призрака, для последних нескольких уровней приходилось расходовать большое количество камней рассвета Инь. В результате немногие известные шахты камней рассвета Инь в царстве духовной сферы находились под контролем секты Небесного Призрака. Следовательно, доступ к платформе сбора звезд и создание зеркал звездного света были довольно трудными вариантами для реализации. Подумав немного, Хань Ли поднялся на ноги, прежде чем покинуть свою пещеру. Глава 47. Поиск. Было уже очень поздно, когда Хань Ли вышел из своей пещеры. Он на мгновение определился с правильным направлением, прежде чем улететь полосой света. Однако он пролетел совсем немного, когда над ним внезапно появилась огромная белая ладонь, которая рухнула на него. В то же время в воздухе вокруг него появились бесчисленные белые огненные цветы лотоса, которые начали вращаться на месте, выпуская бесчисленные лепестки. Те мгновенно окружили область радиусом более 300 метров, сделав невозможным для Хань Ли сбежать спускающейся гигантской ладони. По местности прокатилась ледяная аура, заставив температуру воздуха резко упасть, и на ближайшей земле появился слой иния. Хань Ли слегка замешкался, увидев это, а затем нанес удар кулаком, высвободив поток огромной силы. Раздалась серия глухих ударов, и почти все белые огненные цветы лотоса распались, как призраки, рассеявшись на бесчисленные искорки света. Духовный свет на поверхности гигантской белой ладони также сильно дрожал перед лицом огромной силы, высвобожденной ударом Хань Ли, и окружающее пространство начало искривляться, когда раздался грохот. Владелец гигантской ладони, похоже, был застигнут врасплох, и ладонь была отведена немного паническим образом, прежде чем исчезнуть в воздухе. Сразу же после этого недалеко произошли пространственные колебания, и появилась человекоподобная фигура.
Все тело фигуры было окутано слоем белого света, что делало невозможным разглядеть ее внешность. В руке она держала полупрозрачную синюю нефритовую линейку, и по всей поверхности линейки были выгравированы глубокие узоры. Как только фигура появилась, она тут же подбросила линейку в руке высоко в небо. Линейка закружилась в воздухе, прежде чем увеличиться в длину более чем на 300 метров, и все узоры на ее поверхности начали излучать ослепительный синий свет. Белая фигура подняла руку, и массивная линейка немедленно рухнула на Хань Ли с невероятной силой. В ответ Хань Ли протянул одну руку, прежде чем сделать хватательное движение. Несмотря на то, что прямого контакта не было, огромный поток силы все же устремился к массивной линейке, остановив ее на месте и заставив духовный свет на ее поверхности сильно дрожать. Как раз в этот момент свет, исходящий от узоров на гигантской линейке, значительно усилился, образуя чудовищную проекцию существа с головой быка и телом дракона. Проекция открыла пасть, издавая громовой рев, и синяя линейка снова начала опускаться. Глаза Хань Ли слегка сузились, когда он активировал свое искусство происхождения большой медведицы. На его груди и животе немедленно появились 5 искрок синего света, образуя четкое созвездие большой медведицы. Однако первые 5 звезд в созвездии были яркими и ослепительными, а 2 другие звезды были тусклыми и лишёнными блеска. Затем он резко сжал пальцы вытянутой руки, заставив ближайшее пространство искривиться и сильно забурлить. Чудовищная проекция, выпущенная гигантской линейкой, издала мучительный вопль, прежде чем распасться с глухим стуком. «Стой, товарищ Даос Хань! Это я, Сыма Цзиньмин», — поспешно сказала белая фигура, увидев это. Белый свет вокруг него исчез, когда он заговорил, открывая мужчину в фиолетовой мантии с головой белых волос. В глазах Хань Ли промелькнул намек на удивление, и он остановился прямо перед тем, как собирался сжать руку в кулак. Сыма Цзиньмин быстро сделал серию ручных печатей, и синяя линейка уменьшилась до своих первоначальных размеров, прежде чем вернуться к нему в руки во вспышке света. Только тогда он вздохнул с облегчением. С помощью духовного сокровища в руке он смог ясно почувствовать, насколько ужасным был этот захват Хань Ли. Если бы он колебался хоть немного дольше, линейка была бы как минимум сильно повреждена, если не полностью уничтожена. Он не вложил все свои силы в эту атаку, но, судя по тому, насколько непринужденным и беззаботным выглядел Хань Ли, было ясно, что он тоже сдерживался. «Что все это значит, товарищ Даос Сыма?» — бесстрастно спросил Хань Ли, заложив руки за спину. «Пожалуйста, не пойми меня неправильно, товарищ Даос Хань. У меня нет намерения проявлять к тебе неуважение, я просто хотел проверить твою силу. В конце концов, твое соглашение с нашим патриархом чрезвычайно важно для нашей секты, и я должен увидеть, что именно получает наша секта в обмен на все ресурсы, которые ты забрал», — сказал Сыма Цзиньмин с улыбкой, убирая свою нефритовую линейку. «Ну и что ты теперь думаешь?» — спросил Хань Ли с легкой улыбкой на лице. «Ты гораздо сильнее, чем я ожидал, брат Хань. Кроме того, поистине поразительно, что ты смог развить искусство происхождения большой медведицы до такой степени за столь короткое время. В нашей секте были те, кто пытался заниматься этой техникой культивации в прошлом, но никто из них не смог добиться существенного прогресса», — искренне похвалил Сыма Цзиньмин. «Ты слишком добр, товарищ Дао Сыма», — ответил Хань Ли с улыбкой. «Что касается писаний, которые я забрал из внутренней библиотеки, я могу сделать копии всех их, как только вернусь со своего поручения. Спасибо за любезное предложение, но в этом нет необходимости, товарищ Даос Хань. В нашей секте есть резервные копии всех утерянных писаний. Все, о чем я прошу, это чтобы ты не забыл свое обещание нашему патриарху», — сказал Сыма Цзиньмин, сжав кулак в знак приветствия Хань Ли издалека. «Будь спокоен, я не нарушу свое слово», — спокойно ответил Хань Ли. «Это очень обнадеживает. Похоже, у тебя еще есть дела, поэтому я больше не буду тебя задерживать, брат Хань», — сказал Сыма Цзиньмин, сжав кулак в знак приветствия. Хань Ли ничего больше не сказал, когда над его телом появился лазурный духовный свет, и он улетел вдаль, в мгновение ока исчезнув из виду. В северном ледниковом регионе бессмертных, царство бессмертных. Там была гора высотой более 3000 метров, окутанная густым туманом, наполненным духовной ци. На вершине горы стоял сияющий золотой дворец, мерцающий под лучами восходящего солнца. В этот момент в дворце на сандаловом стуле сидел пожилой мужчина с длинной бородой. На мужчине было фиолетово-золотое даосское одеяние и корона из цветов лотоса на голове. Он держал нефритовую чашку, из которой сделал небольшой глоток, а затем поднял голову, чтобы бросить взгляд на человека, стоявшего перед ним. Этим человеком был молодой человек в черной мантии, которому на вид было около 30 лет, и он почтительно поклонился пожилому мужчине, говоря: «Бессмертный мастер Тун Сюй, меня зовут Фан Бань, и я пришел сюда сегодня в надежде, что вы сможете разыскать для меня одного человека. Мне не интересно, кто ты такой. Ты знаешь правила этого места». Равнодушным голосом спросил пожилой мужчина,
осторожно поставив свою чашку на стол рядом с собой. Молодой человек в черной мантии немедленно сделал полшага вперед и заявил: «Я дарю вам 10-тысячелетний фиолетовый цветок Ян Пустого моря, 2 первоклассных камня глаза Золотого дракона и флакон эликсира изменения инь-ян. Этого будет достаточно, бессмертный мастер». Пока он говорил, в воздухе перед ним появились 2 замысловатые фиолетовые шкатулки и белый нефритовый флакон. Крышки шкатулок и пробка флакона были сняты, чтобы показать содержимое. Глаза пожилого мужчины слегка загорелись, увидев это, и он слегка кивнул в знак одобрения. «Похоже, ты пришел ко мне с некоторой долей искренности. Кого ты ищешь? Я ищу грозного врага, с которым я сражался 300 лет назад. Я думал, что он уже погиб во время нашей битвы, но недавно я узнал, что он все еще жив. Однако я не знаю, где он сейчас находится, и я надеялся, что вы поможете мне его найти», ответил молодой человек в черной мантии, слегка нахмурив брови. «У тебя есть что-нибудь, связанное с его кровью, или какие-нибудь обрезки его волос, ногтей или что-нибудь в этом роде?» спросил пожилой мужчина. Молодой человек в черной мантии на мгновение задумался, а затем перевернул руку, чтобы достать белый фарфоровый флакон, который он протянул пожилому мужчине, говоря: «Человек, которого я ищу, обладает совершенно особой родословной, и мне удалось получить каплю его кровной эссенции во время нашей битвы. Этого будет достаточно, бессмертный мастер». Пожилой мужчина принял флакон, прежде чем закрутить его содержимое, и, к его удивлению, флакон оказался неожиданно тяжелым. Затем он снял пробку с флакона, прежде чем слегка понюхать его, после чего на его лице появилось выражение удивления. Как странно. Кто же этот человек? Его кровь содержит силу многих видов истинных духов. Воскликнул бессмертный мастер Тун Сюй. По правде говоря, он был родом из низшего мира и вознесся в царство бессмертных. Он обладал многими странными способностями и был чрезвычайно трудным противником. Мне удалось победить его только благодаря удачному стечению обстоятельств. После недолгого колебания ответил молодой человек в черной мантии. Понятно. Иди за мной. Бессмертный мастер Тун Сюй некоторое время молчал, прежде чем поднялся на ноги, а затем направился к заднему залу дворца, заложив руки за спину. Молодой человек в черной мантии последовал за ним, когда они прошли мимо красивой золотой ширмы, а затем прошли через задний зал, чтобы попасть в секретную комнату. Секретная комната была чрезвычайно просторной, с 3 кругами узоров, выгравированных на полу, явно образующими какой-то чрезвычайно сложный массив. В комнате не было столов и стульев, и единственное, что было в комнате, это большая медная урна в самом центре. Урна была высотой примерно метр, и ее поверхность также была изрешечена странными узорами, которые плавно соединялись с узорами на полу. Молодой человек в черной мантии последовал за бессмертным мастером Тун Сюй к урне, а затем посмотрел вниз и обнаружил, что она наполнена черной жидкостью, на поверхности которой виднелось их отражение. Бессмертный мастер Тун Сюй снял пробку с флакона в руке, а затем вылил всю кровную эссенцию, которая была внутри, в урну. Капля золотой крови вытекла из флакона, а затем с небольшим всплеском упала в урну, посылая волны по поверхности жидкости. Сразу же после этого чернильно-черный цвет жидкости в урне начал отступать во все стороны, и в мгновение ока она стала чрезвычайно чистой и прозрачной. Сквозь жидкость можно было увидеть, что на дне урны также были выгравированы круги узоров. Бессмертный мастер Тун Сюй начал читать сложное заклинание, а затем внезапно произнес слово «открыть». В то же время он ткнул указательным пальцем свой лоб, а затем указал на большую медную урну. Раздался слабый жужжащий звук, и урна задрожала, как только палец бессмертного мастера Тун Сюй соприкоснулся с ее краем, после чего из узоров на урне начал исходить поток яркого лазурного света. После этого свет быстро распространился по узорам, и вскоре засветился весь массив на полу. Прежде чем Фан Бань успел отреагировать, он оказался окутанным обширным пространством лазурного света. Он обнаружил, что стоит над большим водоемом, и осмотрелся, обнаружив пышный горный хребет. «Я внутри урны», пробормотал себе под нос Фан Бань, когда на его лице появилось просветленное выражение. Глава 48. Похищение. Не отвлекайся. У тебя всего 5 секунд. Голос бессмертного мастера Тун Сюй внезапно прогремел сверху, словно раскат грома, и Фан Бань поспешно последовал его указаниям, сосредоточив свое внимание на окружающем пространстве. Однако, помимо пейзажа, ничего не было видно. Внезапно он что-то почувствовал и резко опустил голову. Под ногами, уходя в глубину воды, тянулась золотая линия крови. Присмотревшись, Фан Бань обнаружил под поверхностью воды неясную лазурную фигуру. Она то приближалась, то отдалялась, и Фан Бань изо всех сил пытался разглядеть ее, но безуспешно. Как раз когда он собирался присесть и окунуть голову в воду, чтобы рассмотреть фигуру поближе, след крови под его ногами внезапно замерцал и исчез.
Фан Бань слегка замешкался, но не успел напомниться, как окружающее пространство снова исказилось и стало размытым. Когда он пришел в себя, он обнаружил, что все еще стоит возле большой медной урны, слегка наклонившись вперед, с руками, лежащими на ее краю. Он посмотрел вниз и увидел, что жидкость внутри урны по-прежнему темна, как будто все, что он только что видел, было не более чем сном. «Что ты увидел?» — спросил бессмертный мастер Тун Сюй. «Прошу прощения за мою некомпетентность, но я ничего не смог разглядеть. Фигура, которую я видел, была довольно неясной, и я не смог различить никаких конкретных черт», — честно ответил Фан Бань. Бессмертный мастер Тун Сюй на мгновение задумался над этими словами, а затем объяснил: «В таком случае очень вероятно, что человек, которого ты ищешь, сейчас не в северном ледниковом регионе бессмертных. Скорее всего, он находится в какой-то секретной области бессмертного региона или, возможно, в более низком царстве, непосредственно под этим регионом. Бессмертный мастер, возможно ли определить, в какой секретной области или нижнем царстве он находится?» С надеждой спросил Фан Бань. «Это абсурд. Ты хоть понимаешь, насколько огромен северный ледниковый регион бессмертных? Ты не предоставил мне никаких координат и ожидаешь, что я найду кого-то с помощью всего лишь капли кровавой эссенции?» Холодно фыркнул бессмертный мастер Тун Сюй, явно недовольный. Фан Бань поспешно сложил кулак в извиняющемся жесте. «Прошу простить меня за мою дерзость, бессмертный мастер». Немного погодя, Фан Бань покинул гору и завис в воздухе, заложив руки за спину. На его лице застыло холодное и зловещее выражение. «Ты можешь бежать в любой уголок любого царства, но я все равно найду тебя и разорву на куски», — прорычал он. Достав коммуникационную пластину, он прошептал в нее сообщение. Затем он коснулся пальцем своей глобелы и отвел его от лба. Над его ладонью возникла светящаяся панель. На панели был изображен высокий и широкоплечий молодой человек в лазурной мантии с обычными чертами лица. Взмахом руки Фан Бань отправил изображение обратно в коммуникационную пластину. Несколько дней спустя. В туманной долине в северо-западной части процветающей нации непрерывно раздавались звуки взрывов и столкновений магических сокровищ. Внезапно прогремел оглушительный взрыв, туман резко рассеялся, и из него вылетела полоса зеленого света. В ней находилась молодая женщина, окруженная 3 сияющими лазурными нефритовыми амулетами, а под ногами у нее парило зеленое нефритовое копье. Это была никто иная, как Люлея. Она не успела далеко улететь от долины, как из густого тумана вырвались еще 5 полос света, преследуя ее по пятам. Все преследователи излучали ауры стадии зарождающейся души, и хотя Люлеер изо всех сил подгоняла летящее копье, она все равно была медленнее. Примерно через 15 минут расстояние между ней и преследователями сократилось до не более чем 300 метров. Внезапно Люлеер сложила ручную печать и резко остановилась, повернувшись к преследователям с холодным выражением лица. «Кто вы такие и почему преследуете меня?» Полоса черного света, возглавлявшая погоню, рассеялась, открывая коренастого мужчину с густой бородой. Он взглянул на летящее копье под ногами Люлеер с неприкрытой жадностью в глазах и усмехнулся, не задавая лишних вопросов. «Сдавайся сейчас, и мы избавим тебя от физических мучений». Остальные 4 полосы света разделились на 2 группы по 2 и полетели по обе стороны от Люлеер, заманивая ее в ловушку. Когда свет рассеялся, появились пожилой мужчина с красным лицом, молодая женщина в пурпурной мантии и 2 молодых человека в черных мантиях, которые были совершенно идентичны по внешности, как близнецы. «С чего вы взяли, что вам это сойдет с рук? Вы думаете, что ученики секты Холодного Пламени — легкая добыча?» — спросила Люлеер, окидывая нападавших холодным взглядом. «Ты слишком много болтаешь для жалкого культиватора стадии формирования ядра. Посмотрим, будешь ли ты так же дерзко после этого». Усмехнулся краснолицый старик и резко взмахнул рукавом. Из его руки вылетело алое кольцо, которое устремилось к Люлеер, превратившись в бесчисленные алые проекции. Помимо коренастого мужчины, остальные 3 преследователей также достали свои сокровища и выпустили серию атак магической силы разных цветов, которые устремились прямо к Люлеер с 3 разных сторон. На лице Люлеер появилось мрачное выражение, но она была готова к этому. Она взмахнула рукой, читая заклинание, и 3 лазурных нефритовых амулета вокруг нее мгновенно увеличились в несколько раз, создавая слои амулетных проекций, которые защищали ее со всех сторон. Раздались 4 вспышки ослепительного света, лазурные проекции амулетов бешено замерцали, и раздался ряд трескающихся звуков. Свет, исходящий от проекции амулетов, значительно потускнел, но они смогли сдержать атаки 4 культиваторов стадии зарождающейся души, к большому удивлению всех 5 преследователей Люлеер. «Это не то место, где нам следует задерживаться, поэтому мы должны закончить битву как можно быстрее». «Старайтесь не убивать ее», — распорядился коренастый мужчина, а затем поднял руку, выпуская предмет, который превратился в гигантский черный столб размером более 30 метров, прежде чем присоединиться к схватке.
когда все 5 культиваторов стадии зарождающейся души объединили свои силы, атака стала еще более яростной, и духовный свет, исходящий от лазурных проекций амулетов, быстро угасал. Однако, в тот самый момент, когда проекции амулетов были готовы разрушиться, Люлаэр неторопливо подняла руку, вызывая белый шелковый платок, сияющий духовным светом. Казалось, это сокровище не уступало лазурным нефритовым амулетам. Платок кружил над головой Люлаэр, испуская слои белого сияния, которое рябью расходилось по воздуху вокруг нее, окутывая все ее тело и делая ее фигуру нечеткой. 5 культиваторов стадии зарождающейся души были весьма встревожены, увидев это, явно не ожидая, что у культиватора стадии формирования ядра будет столько высококлассных сокровищ. Однако было ясно, что это не первый раз, когда они работают вместе, и хотя между ними не было никакого словесного общения, все они немедленно влили больше магической силы в свои сокровища. Раздался грохот, белый свет вокруг Люлаэр начал сильно дрожать, но все же смог удержаться. Внутри белого света Люлаэр поспешно проглотила пилюлю, а затем с напряженным выражением лица сложила серию ручных печатей. Это был первый раз, когда она в одиночку столкнулась с несколькими врагами, чья база культивации была намного выше ее собственной. Она смогла убить Цзяжэня из секты Кровавого Меча только благодаря сущности Огненного Ворона, которого Хань Ли запечатал в ее тело особым способом. И если бы она заранее не приняла пилюлю, чтобы временно повысить свою магическую силу и получить доступ к большей части силы Огненного Ворона, она бы никак не смогла убить Цзяжэня одной атакой. Она смогла продержаться до этого момента против своих преследователей, полагаясь на сокровища и пилюли, которые Хань Ли дал ей перед отъездом, но ее положение с каждой секундой становилось все более мрачным. «Я не могу допустить, чтобы со мной что-то случилось. Я обещала брату Камню, что буду в безопасности», — подумала она. С этой мыслью Люлаэр прикусила нижнюю губу, и на ее лице появилось решительное выражение, когда она быстро сложила ручную печать. Сложный серебряный массив на ее левой руке мгновенно засветился, и серебряный огненный ворон, немного меньший, чем тот, что лишил жизни Цзяжэня, вырвался из ее руки, расправив крылья и в мгновение ока вылетев из белого света. Арк, что это за чертовщина? Нет, в мгновение ока оба молодых человека в черных мантиях были полностью охвачены серебряным пламенем среди криков паники и ужаса. Последовательность событий произошла так внезапно, что остальные 3 культиватора стадии зарождающейся души даже не успели отреагировать, прежде чем 2 молодых человека в черных мантиях были сожжены дотла. Даже их зарождающиеся души не смогли спастись. В следующее мгновение краснолицый старик также был полностью поглощен серебряным пламенем. Защитный духовный свет вокруг него оказался совершенно бесполезным, и он даже не успел вскрикнуть, прежде чем был стерт с лица земли. Коренастый мужчина и молодая женщина в пурпурной мантии пришли в ужас, увидев это, и немедленно бросились бежать в разные стороны. База культивации коренастого мужчины была немного выше, чем у молодой женщины в пурпурной мантии, поэтому он, естественно, был немного быстрее. Однако серебряный огненный ворон не дал им шанса на побег, преследуя их, как серебряная молния, и преодолевая расстояние в несколько километров в мгновение ока. Он пронзил грудь молодой женщины в пурпурной мантии, а затем рухнул вниз, превратившись в пылающий огненный шар. «Мастер, спаси!» Спустя несколько мгновений раздался душераздирающий вопль, который резко оборвался, и коренастый мужчина также был сожжен дотла серебряным пламенем. Серебряный огненный шар затем вернулся в свою форму огненного ворона, прежде чем вернуться к Люлаэр и в мгновение ока исчезнуть в ее левой руке. Люлаэр с облегчением вздохнула, но ее лицо было бледным, и она едва держалась на ногах. Она поспешно приняла еще одну пилюлю, и только тогда на ее щеках появился румянец. В этот момент над ней внезапно возникли пространственные колебания, и из воздуха появилась черная дьявольская лапа, которая с невероятной скоростью устремилась вниз. Еще до того, как лапа упала на Люлаэр, пространство вокруг нее начало сильно рябить, и ее охватило сокрушительное духовное давление. Защитный белый свет вокруг нее и без того был довольно нестабильным, и под огромным духовным давлением он мгновенно разрушился. Люлаэр была сильно встревожена и поспешно призвала свою магическую силу, чтобы бежать, но в следующее мгновение пространство вокруг нее сжалось, и она не могла пошевелить даже пальцем, не говоря уже о том, чтобы сложить ручные печати. Она могла только беспомощно наблюдать, как из ладони дьявольской лапы вырвались лучи черного света, формируя огромную черную сеть, которая быстро окутала все ее тело. Черная дьявольская лапа затем в мгновение ока исчезла в воздухе, и вскоре в воздухе неподалеку появился пожилой мужчина в черной мантии. Глава 49. Шантаж. Как такая маленькая демоническая лисица, как ты, заполучила столь невероятное пламя? Понимаю, этот мальчишка Хань отдал его тебе, верно? Неудивительно, что с ним так трудно иметь дело. Это поистине неожиданная удача. Похоже, небеса улыбаются мне. Захихикал пожилой мужчина в черной мантии, пристально глядя на серебряную печать на левой руке Люлаэр.
В этот момент Люлэйр была полностью связана и обездвижена черной сетью, и, услышав слова старика, ее внезапно осенило, и она воскликнула: «Ты Цисюань из секты Небесного Призрака». Улыбка Цисюаня исчезла, и на его лице появилось зловещее выражение. «Верно. Если ты знаешь, кто я, то, уверена, знаешь и почему я тебя захватил. Ты пытаешься использовать меня, чтобы заманить брата камня». На лице Люлэйр появилось яростное выражение, а в глазах промелькнул решительный взгляд. Сразу же после этого ее зрачки загорелись зеленым сиянием, а на ее глобелле появились пятнышки зеленого света, которые беспорядочно замерцали. Увидев это, старик вытянул палец, выпустив вспышку черного света, которая в мгновение эко проникла в лобовую точку Люлэйр. Пятнышки зеленого света на ее лбу мгновенно погасли, и она потеряла сознание, прежде чем успела что-либо сделать. «Тебе еще не время умирать. Как только я схвачу этого мальчишку Ханя, я отведу вас обоих к могиле Хаоэра и сожгу дотла моим призрачным огнем». Холодно фыркнул Цисюань с обидой в голосе. Затем его взгляд вернулся к левой руке Люлэйр, и после краткого раздумья он перевернул ладонь, чтобы достать красный флакон, покрытый различными сложными рунами. Он подбросил флакон в воздух, чтобы тот завис прямо перед ним, а затем пропел заклинание, прежде чем щелкнуть пальцами, по-видимому, готовя какую-то секретную технику. Немного погодя, он резко указал пальцем на флакон, и все руны на его поверхности мгновенно засветились, а изнутри флакона вырвалась вспышка огненно-красного света. Из красного света вылетели десятки полупрозрачных нитей, которые в мгновение ока проникли в серебряную печать на левой руке Люлэйр, а затем потянули ее наружу. Серебряная печать немедленно начала ярко светиться, и на ее поверхности появились пятнышки серебряного пламени, когда печать была вытащена нитями света. Цисюань был в восторге, увидев это, и быстро сложил серию ручных печатей. Свет, исходящий из флакона, мгновенно стал намного плотнее, и появилось все больше и больше полупрозрачных нитей света, прежде чем они исчезли в серебряной печати. Люлэйр слегка вздрогнула, когда ее левая рука начала судорожно сокращаться, и она издала приглушенный стон. Все больше и больше серебряного пламени вытягивалось из печати, образуя серебряного огненного ворона, но его аура была чрезвычайно слабой, и он, казалось, был на грани того, чтобы заснуть. В этот самый момент из глубины печати вырвалась вспышка лазурного света, которая пыталась затянуть огненного ворона обратно в печать. Увидев это, на лице Цисюаня появилась насмешливая ухмылка, и он открыл рот, выпустив шар кровной эссенции, который слился с красным флаконом. Флакон мгновенно начал сиять ослепительным красным светом, и все полупрозрачные нити красного света переплелись, образуя пару полупрозрачных цепей, которые обвили шею серебряного огненного ворона. Серебряный свет вспыхнул из огненного ворона, и он внезапно проснулся. Казалось, его разозлили цепи на шее, и он издал яростный крик, расправив крылья и выпустив из клюва столб серебряного пламени. Полупрозрачные цепи мгновенно испарились при контакте с серебряным пламенем, и столб огня пронзил красный флакон, прежде чем устремиться прямо к Цисюаню. Столб огня двигался с невероятной скоростью, достигнув Цисюаня в мгновение ока. Цисюань был сильно встревожен таким поворотом событий и поспешно вызвал небольшой зеленый щит, одновременно отступая назад, оставляя за собой след последующих образов. В мгновение ока он уже был в нескольких десятках метрах, но его левая рука превратилась в пепел, так как соприкоснулась с частицами серебряного пламени. Если бы частица серебряного огня, коснувшаяся его тела, была хоть немного больше, он бы, как минимум, получил тяжелые ранения, если не погиб. Он глубоко вздохнул, а затем перевернул ладонь, чтобы достать алую пилюлю, которую тут же проглотил. Мышцы на плече его отсутствующей руки начали сильно сокращаться, и новая плоть начала расти со скоростью, заметной даже невооруженным глазом. Всего через несколько секунд его левая рука отросла заново. Только тогда Цисюань посмотрел на Люлэйр с оттенком затаившегося страха в глазах. К этому моменту красный флакон и зеленый щит были полностью поглощены серебряным пламенем, а серебряный огненный ворон вернулся в печать на руке Люлэйр среди вспышки лазурного света. Несмотря на то, что он только что чудом избежал смерти, невероятная демонстрация силы серебряного огненного ворона только укрепила его решимость приручить его. В пышном низкогорном хребте среди облаков тумана, наполненного духовной ци, были разбросаны замысловато построенные павильоны и дворцы. Высоко в небе над одной из долин 7 или 8 фигур летели по воздуху, прежде чем приземлиться у входа в долину. Группу возглавлял молодой человек в белой мантии, которому на вид было от 16 до 17 лет, и на его красивом лице было высокомерное и уверенное выражение. Как только он приземлился, он сразу же повернулся к остальным членам группы. «Мы немедленно входим в долину, и на этот раз мы не можем позволить ему сбежать, несмотря ни на что». «Да». Все ответили в унисон, прежде чем немедленно броситься в долину. Однако в группе была пожилая женщина в серой мантии, которая не приняла участия в действиях, как все остальные. Вместо этого она подошла к молодому человеку, опираясь на странно выглядящую серебряную трость. «Ты тоже должна идти, бабушка Сунь».
Этот пурпурный облачный соболь чрезвычайно хитер. Я сомневаюсь, что они смогут поймать его без твоей помощи, сказал молодой человек, повернувшись к пожилой женщине. Боюсь, я не могу этого сделать, молодой мастер. Мастер храма поручил мне всегда защищать тебя, и я не могу покинуть свой пост, ответила пожилая женщина, покачав головой. Ты всего лишь войдешь в долину раньше меня, чтобы поймать пурпурного облачного соболя. Как это может быть нарушением твоего поста? Возразил молодой человек, слегка нахмурив брови. Мастер храма поручил мне всегда оставаться рядом с тобой. Если с тобой что-нибудь случится, я могу умереть 1000 раз и даже не приблизиться к искуплению своей вины. Пожилая женщина все еще не хотела соглашаться. На лице молодого человека появилось недовольное выражение. Эта долина тыквы находится под юрисдикцией нашего храма Царства Истока, и она практически находится рядом с нашим храмом. Кто посмеет устроить здесь неприятности? У них есть желание умереть, это может быть правдой, но... Прежде чем пожилая женщина успела закончить, молодой человек раздраженно перебил ее. Хватит болтать. Если пурпурный облачный соболь сбежит из-за этой задержки, я доложу о тебе мастеру храма. Услышав это, на лице пожилой женщины появилось нерешительное выражение, но она все же стояла на своем. Поторопись. Увидев это, молодой человек тут же пришел в ярость. Пожилой женщине оставалось только стиснуть зубы и подчиниться, улетев в долину, как полоса света. Молодой человек смотрел на удаляющуюся фигуру пожилой женщины, и он все еще был довольно зол, что его авторитет был оспорен. Он начал продвигаться в долину, но, сделав всего 2 шага, почувствовал что-то позади себя и рефлекторно обернулся. В результате его встретили 2 завораживающие точки синего света, и его сознание немедленно начало угасать. Хань Ли медленно появился из воздуха позади него с пурпурным талисманом в руке, и в его зрачках вспыхивал синий свет. Он спокойно убрал талисман невидимости высокого зенита, и на его лице появилась легкая улыбка, когда он подошел к молодому человеку. Молодой человек стоял совершенно неподвижно, с ошеломленным выражением лица и пустыми глазами. «Где находится платформа сбора звезд храма Царства Истока?» — спросил Хань Ли. «На вершине пика 9 дворцов», — ответил молодой человек механическим голосом. «А почему она не на главной вершине, пике поклонения небесам?» — с недоумением спросил Хань Ли. Пик 9 дворцов — самая высокая вершина, и поле зрения на ее вершине шире, чем на всех остальных вершинах. Это делает ее наиболее эффективным местом для привлечения силы звездного света, и поэтому основатель нашего храма установил массив именно там, без колебаний ответил молодой человек. Какова база культивации людей, находящихся на платформе сбора звезд? Спросил Хань Ли. Молодой человек продолжал безэмоционально отвечать на вопросы Хань Ли, раскрывая все подробности о платформе сбора звезд на пике 9 дворцов. Пик 9 дворцов был 2-м по статусу после пика поклонения небесам в храме Царства Истока, и на горе всегда было много старейшин и учеников храма, занимающихся культивацией. Однако вершина горы, где находилась платформа сбора звезд, была запретной зоной храма, и доступ к ней был предоставлен только некоторым старейшинам внутреннего двора и очень ограниченной группе учеников. По словам молодого человека, платформа сбора звезд была окружена мощным ограничением, и там находилось неопределенное количество старейшин, но одно было наверняка — там был как минимум 1 старейшина стадии интеграции тела. Хань Ли на мгновение задумался над этой информацией, а затем легонько коснулся пальцем лба молодого человека, прежде чем исчезнуть на месте, как призрак. Только тогда в глазах молодого человека появился проблеск жизни, и он все еще помнил, что почувствовал что-то позади себя. Он поспешно обернулся, чтобы проверить, но никого не обнаружил. Он покачал головой с растерянным выражением лица, а затем повернулся и продолжил свой путь в долину. Тем временем Хань Ли появился из-за древнего дерева и уже собирался уходить, когда на его поясе вспыхнул свет, после чего желтый талисман вылетел сам по себе, не будучи вызванным. Увидев этот талисман, Хань Ли слегка нахмурился. Внезапно талисман сам по себе вспыхнул, и в огне появилось размытое изображение, которое постепенно становилось все четче. На изображении была молодая женщина, упавшая на каменный стол. Ее лицо было совершенно лишено цвета, а глаза плотно закрыты, она была без сознания. Ее тонкое запястье в настоящее время было зажато в тонкой и сморщенной руке. Обладателем руки был худой пожилой мужчина в черной мантии, который смотрел прямо на Хань Ли с мрачным выражением лица. Хань Ли взглянул на пожилого мужчину, затем на мантию, которую он носил, и его глаза слегка сузились, когда он пришел к выводу: «Ты, должно быть, Цисюань». «Верно. 2 года назад ты убил моего внучатого племянника Хаоэра, а затем убил моего близкого друга Луя. После этого ты все это время прятался в секте холодного пламени, как трусливая черепаха. Должен сказать, что выследить тебя было довольно хлопотно. Теперь, когда эта маленькая демоническая лисица попала мне в руки, ты собираешься ее спасать или нет?» Захихикал старик со зловещим выражением лица.
Выражение лица Хань Ли осталось неизменным, когда он спросил: «Чего ты хочешь? Приходи на пик призрака в долине могилы Ин нашей секты Небесного Призрака через месяц. Ты должен прийти один, и если я не увижу тебя там к концу месяца, не вини меня за то, что я покончу с ее жизнью», — холодным голосом сказал Цисюань. Говоря это, он сильнее сжал запястье Люлэйр, и даже в бессознательном состоянии она не могла не нахмурить брови от боли, а ее лицо стало еще бледнее. Увидев это, на лице Хань Ли появилось мрачное выражение. С последним зловещим хихиканьем пламя перед Хань Ли исчезло, оставив после себя лишь комок пепла, который быстро унес ветер. Глава 50. Побег из пагоды. Полмесяца спустя в горном хребте Инского некрополя. Над высокой и крутой горой в небе висел слой темных туч, и, хотя сейчас был полдень, с неба просачивалось совсем немного солнечного света. Казалось, что надвигается буря. Гора была покрыта деревьями, но эти деревья не были обычного ярко-зеленого цвета. Вместо этого они были гораздо более темного зеленого цвета, из-за чего вся гора выглядела так, будто сошла прямо с картины, написанной тушью. В этот момент в темных облаках в небе внезапно образовалась трещина, и оттуда вырвалась полоса света, открывая высокого и широкоплечего молодого человека в лазурной мантии. Это был никто иной, как Хань Ли. Он завис в воздухе, ненадолго осмотрев окрестности, а затем закрыл глаза, чтобы высвободить свое духовное чувство над всей горой. Спустя мгновение его глаза распахнулись, и на его лице появилось странное выражение. Затем он продолжил лететь по воздуху, прежде чем спуститься к туманному лесу. Приземлившись, он двинулся вперед и обогнул древнее дерево, после чего увидел в тумане миниатюрную фигуру, лежащую по диагонали у мертвого дерева совершенно неподвижно. «Лэйр», — позвал он, слегка нахмурив брови. Услышав его голос, миниатюрная фигура слегка шевельнулась, ее ресницы затрепетали, а затем медленно открылись глаза. В тот момент, когда она увидела Хань Ли, на ее бледном лице появилось радостное выражение, и, несмотря на свое состояние, она все же слабо улыбнулась. Затем она открыла рот, чтобы что-то сказать, но казалось, что на ее рот наложено ограничение, из-за которого она не могла произнести ни одного членораздельного слова. «Все в порядке, я здесь», — успокоил ее Хань Ли, медленно направляясь к ней. Увидев это, Люлэйр, казалось, что-то внезапно вспомнила, и в ее глазах появился испуганный взгляд, когда она отчаянно замотала головой в сторону Хань Ли. Однако Хань Ли не обратил на это внимания и продолжил идти к ней. В отчаянии она попыталась подняться в вертикальное положение, но вокруг нее внезапно раздался громкий треск. Над ее телом появились цепи, по которым пробегали дуги черного электричества, связывая ее с головы до ног. Как только она делала хоть малейшее движение, цепи выпускали вспышки черного электричества, чтобы мучить ее. Выражение лица Хань Ли осталось неизменным при виде страдальческого выражения лица Люлэйр, но в его глазах промелькнул намек на холодное убийственное намерение, когда он продолжал идти вперед. Как раз в тот момент, когда он сделал еще один шаг вперед, внезапно произошел неожиданный поворот событий. Белый туман в лесу внезапно стал черным, как чернила, и начал яростно клубиться. Сразу же после этого в лес ворвался порыв сильного ветра, и весь черный туман мгновенно превратился в гигантский вихрь. Температура окружающей среды резко упала, и со всех сторон раздались жуткие завывания. Хань Ли находился в центре вихря, и вокруг него внезапно все потемнело, в то время как из вихря вырвалась сила всасывания, пытаясь затянуть его вниз. Он холодно фыркнул и продолжил приближаться к Люлэйр. Казалось, вихрь совершенно не затронул его. В этот самый момент из-под земли раздался громкий грохот, и земля по обе стороны от него сильно затряслась, прежде чем разлететься на куски со взрывной силой. Из земли вырвались две гигантские призрачные руки, усеянные острыми шипами, и крепко схватили Хань Ли за ноги. Почти в тот же самый момент черный туман над его головой рассеялся во всех направлениях, и сверху на него обрушилась огромная сила давления. Раздался оглушительный грохот, и с небес, словно неподвижная гора, спустилась темно-фиолетовая восьмиугольная пагода, заманив Хань Ли в ловушку. Пагода была высотой от 150 до 180 метров, вся ее поверхность была покрыта фиолетовыми духовными узорами, и от нее исходила неописуемо зловещая аура. Все это произошло в мгновение ока, и казалось, что Хань Ли попал в ловушку, прежде чем он даже успел отреагировать. Увидев это, Люлэйр мгновенно издала ряд панических приглушенных звуков и начала яростно сопротивляться. Однако чем сильнее она сопротивлялась, тем сильнее сжимались цепи на ее теле, а дуги черного электричества, пробегающие по этим цепям, причиняли ей такую сильную боль, что по ее лбу струился холодный пот. Призрачный туман вокруг пагоды заколыхался, и в мгновение эйка вокруг нее появились 4 фигуры. Одной из 4 фигур был никто иной, как Цисюань, а прямо напротив него стоял крепкий мужчина в желтой мантии, а 2 оставшиеся фигуры состояли из худого мужчины средних лет в серебряной мантии и женщины средних лет в красной мантии. Все 4 были культиваторами стадии божественной трансформации,
и все они делали одну и ту же ручную печать, которую сняли только тогда, когда достигли пагоды. Только благодаря твоей пурпурной пагоде преисподней мы смогли одним махом схватить этого мальчишку Ханя, старейшина Тянь, с улыбкой сказал Цисюань, сложив кулак в знак приветствия в сторону мужчины в желтой мантии. На лице мужчины в желтой мантии появилось довольное выражение, и он взглянул на пагоду, отвечая: «Ты слишком добр, старейшина Ци. Кстати говоря, тебе пришлось заплатить довольно высокую цену, чтобы я одолжил это могущественное сокровище у моего мастера, но ты используешь его против жалкого культиватора стадии зарождающейся души? Не думаешь ли ты, что это перебор? Я сделал это в качестве меры предосторожности. В конце концов, старейшина Лу я погиб от его рук, и за это я получил довольно суровое наказание от зала правопорядка», вздохнул Цисюань, покачав головой. «В любом случае, теперь, когда мы помогли тебе схватить его, не забывай о том, что ты нам обещал, брат Ци», сказала женщина в красной мантии с легкой улыбкой. «Конечно. Будьте уверены». Прежде чем Цисюань успел закончить свое предложение, гигантская пагода внезапно сильно задрожала вместе с землей вокруг нее. В результате он отвлекся от того, что говорил, и его голос оборвался на полуслове. «Что происходит?» — спросила женщина в красной мантии с удивленным выражением лица. Мужчина в серебряной мантии, стоявший напротив нее, небрежно усмехнулся и ответил: «Нет причин для беспокойства. Мой гниющий зверь-призрак находится там вместе с этим мальчишкой Ханем. Похоже, он пытается сопротивляться и вырваться, но боюсь, что все закончится для него не очень хорошо. Я не думала, что твой гниющий зверь-призрак уже достаточно силен, чтобы сотрясать пурпурную пагоду преисподней», сказала женщина в красной мантии облегченным голосом, похлопывая себя по пышной груди. Как только ее голос стих, из фиолетовой пагоды раздался еще один грохочущий взрыв, еще громче, чем предыдущий. Земля под ногами 4 культиваторов стадии божественной трансформации сильно затряслась, и они с трудом сохраняли равновесие. В то же время на земле появились глубокие трещины, которые продолжали расширяться, как система паутины. Выражение лица женщины в красной мантии слегка изменилось, увидев это, и она повернулась к мужчине в серебряной мантии, спрашивая: «Это тоже дело рук твоего гниющего зверя-призрака, брат Ло?» Мужчина в серебряной мантии как раз собирался что-то сказать, когда непроизвольно выплюнул полный рот крови. «Невозможно. Мой гниющий зверь-призрак был убит», — воскликнул мужчина в серебряной мантии с ошеломленным выражением лица, вытирая кровь с уголков губ. Цисюань и женщина в красной мантии были потрясены, услышав это. Похоже, старейшина Ци был прав. У этого мальчишки Ханя действительно невероятно грозное физическое тело. Тем не менее, нет причин для беспокойства. Это пурпурная пагода преисподней — сокровище божественного духа. Даже культиватору стадии пространственного закаливания было бы трудно вырваться из нее, как жалкий культиватор стадии зарождающейся души может что-то сделать. Уверенно сказал мужчина в желтой мантии. Это может быть правдой, но этим сокровищем могут пользоваться только культиваторы стадии интеграции тела. Объединив свои силы, мы едва можем его использовать, но оно все равно значительно менее эффективно, чем могло бы быть. Если вы спросите меня, мы должны сейчас же приложить все усилия и использовать пагоду, чтобы убить его как можно скорее, предложил Цисюань, плотно нахмурив брови, явно все еще довольно обеспокоенный. Я согласен с предложением брата Ци. Мы должны убить этого мальчишку Ханя как можно скорее, чтобы избежать непредвиденных обстоятельств. Как только его физическое тело будет уничтожено, его зарождающаяся душа будет полностью в нашей власти, поддакнул мужчина в серебряной мантии со злобным выражением лица. Приняв решение, 4 культиваторов стадии божественной трансформации снова сложили одну и ту же ручную печать и начали читать заклинание. Все фиолетовые узоры на гигантской пагоде немедленно засветились, и в мгновение эйка появились бесчисленные глубокие руны. Из пагоды начали сходить клубы плотной фиолетовой ци, из-за чего температура окружающего воздуха упала еще больше, настолько, что в ближайших окрестностях начали появляться большие участки иния. В то же время вся пагода, казалось, стала тяжелее и глубоко впилась в землю. Однако, прежде чем 4 культиваторов стадии божественной трансформации успели что-либо сделать, гигантская пагода снова сильно задрожала, и духовные узоры на ее поверхности начали беспорядочно мигать. Выражение лица мужчины в желтой мантии резко изменилось, увидев это, и в следующее мгновение на поверхности пагоды появилась серия массивных трещин, которые шли по всей ее длине сверху вниз. Сразу же после этого, прямо на глазах у изумленных 4 культиваторов стадии божественной трансформации, гигантская пагода с оглушительным грохотом взорвалась, и в воздух поднялось огромное облако фиолетового тумана. Вспышка невероятно мощных ударных волн распространилась по окрестностям, и, хотя 4 культиваторов стадии божественной трансформации изо всех сил старались удержаться на месте, их все же отбросило назад. Тем временем Люлэйр также подхватили ударные волны и отбросили назад по воздуху. Разбитые остатки пагоды с грохотом упали на землю, и когда пыль постепенно осела, появился устрашающий гигантский призрак.
Призрачное существо было размером около 17 метров и лежало плашмя на спине с огромной дырой в груди, из которой непрерывно текла зловонная черная кровь. Хань Ли стоял на голове гигантского призрака и бросил взгляд на Лю Лэйр, чтобы убедиться, что она не пострадала, а затем направил холодный взгляд на 4 культиваторов стадии божественной трансформации вокруг себя. 4 культиваторов стадии божественной трансформации были изумлены, и перспектива того, что культиватор стадии зарождающейся души уничтожил пурпурную пагоду преисподней изнутри, была для них совершенно абсурдной, но казалось, что для этой ситуации не было никакого другого возможного объяснения. В следующее мгновение Хань Ли нанес 2 удара кулаком по воздуху, первый из которых был направлен на мужчину в серебряной мантии, а второй — на женщину в красной мантии. Оба они почувствовали, как на них обрушилась огромная сила, и к тому времени, когда они отреагировали на атаку, было уже слишком поздно уклоняться. Мужчина в серебряной мантии поспешно поднял руки, и его рукава максимально расширились, когда из них вырвались 2 потока плотной черной ци. Внутри черной ци находились 5 окровавленных призрачных голов, и они широко раскрыли свои ужасные рты, устремляясь к надвигающейся ударной волне. Сразу же за 5 призрачными головами последовала алая призрачная печать, усеянная рунами инь, и печать быстро увеличилась до размеров дома, прежде чем расположиться перед мужчиной в серебряной мантии. Тем временем женщина в красной мантии с ужасом на лице в слепой панике щелкнула запястьями, выпустив 13 костяных летающих мечей, которые устремились прямо вперед среди вспышки жуткого завывания. Затем она сжала пальцы одной руки в когти, прежде чем злобно вонзить ногти в другое предплечье, нанеся себе несколько ужасных ран. Из этих ран выползли бесчисленные красные кровяные насекомые, каждый размером с рисовое зерно, и мгновенно образовали перед ней алый щит.